Среди своего плотного графика, будучи одной из главных мировых икон, Ким Тэ-хён снова потряс мир всего одним простым предложением. В непринужденной беседе, записанной его поклонниками, Тэ-хён поделился своими мыслями о русских женщинах. Комментарий, казалось бы, беззаботный, но его было достаточно, чтобы всколыхнуть международные социальные сети. Своим спокойным тоном и фирменной улыбкой он описал русских женщин как элегантных, сердечных и обладающих уникальным обаянием, которое всегда его впечатляло. Без необходимости драматизировать, эти слова мгновенно стали вирусными, возродив мировые дискуссии о привлекательности Тэ-хёна в принятии различных культур. Реакция ARMY была не менее быстрой. За считанные минуты видеоклип набрал сотни тысяч просмотров, и комментарии посыпались со всего мира. Многие были очарованы способностью Тэ-хёна хвалить без преувеличения, описывая вещи с искренностью и нежностью. Российские фанаты, в частности, отреагировали с энтузиазмом, чувствуя, что айдол, которого они неустанно поддерживали, ценит и видит их. Для них это простое предложение стало мостиком между Кореей и Россией, мостом, построенным из искренности художника, который всегда говорит от всего сердца. Однако волшебство Тэ-хёна кроется в его манере говорить. Каждое слово. Словно картина, каждое предложение словно соткано из успокаивающих красок. Когда он упоминает нежность и силу, которые видит в русских женщинах, теплота словно заражает каждого, кто это слышит. Многие отмечают, что Тэ-хён способен превращать даже самые незначительные вещи в нечто драгоценное. И на этот раз его похвала – яркое свидетельство того, что он всегда ценит красоту в многообразии. СМИ тоже подключились к происходящему. Начали появляться статьи, в которых обсуждалось, как комментарий Тэ-хёна вызвал волну гордости среди иностранных поклонников. Одни называли это проявлением культурного признания, другие – отражением характера Тэ-хёна, всегда заботливого и чуткого к окружающим. Как бы ни трактовать их слова, одно становилось ясно. Эти слова заставили многих почувствовать себя ближе к нему, словно они узнали новую сторону человека, который всегда сохранял скромность даже на вершине мира. В конце концов, это короткое заявление стало больше, чем просто предложением. Оно превратилось в момент, соединивший тысячи сердец от Кореи до России и от России до всего остального мира. Тэ-хён говорил не только о русских женщинах. Он говорил о красоте человечества, о том, что каждая культура обладает своим очарованием, достойным восхищения. И среди всего этого внимания ARMY вновь осознали нечто важное. Тэ-хён не просто артист, но и человек, который смотрит на мир глазами, полными уважения, и сердцем, полным любви. Для кого-то это могло быть просто мимолетным замечанием. Но ARMY прекрасно знают, что Тэ-хён никогда ничего не говорит просто так. В каждом его слове была честность, словно он всегда говорил, только почувствовав его. Российские фанаты начали делиться своими личными историями, о том, как Тэ-хён вселил в них уверенность, о том, как его слова ощущались как теплые объятия за тысячи километров. В одно мгновение форумы в социальных сетях превратились в место, где сошлись гордость, тепло и близость. За всем этим стоит нечто более глубокое, безграничное видение мира Тэ-хёном. Он не считает страну, язык или культуру барьерами. Для него красота присуща каждому человеку, и он говорит об этом без колебаний. Именно за это многие его и любят, не только за внешность, голос или талант, но и за его сердце. Когда Тэ-хён называет русских женщин очаровательными, он косвенно напоминает нам, что каждый человек несет в себе свой уникальный свет. Тем временем, многие поклонники из других стран тоже откликнулись. Они были тронуты, потому что комментарий Тэ-хёна был неоднозначным, а выражением признательности. Он как будто говорил: «Вы все драгоценны, каждый по-своему». В этом сила Тэ-хёна, он не разделяет мир, объединяет его. Эта реакция на самом деле показывает широту его сердца, он может хвалить одну группу, но при этом дарить тепло всем. Вскоре начали появляться фан-арты, видеомонтажи и сообщения от ARMY. Многие описывали Тэ-хёна как свет, сияющий сквозь культуры, как будто его слова были легким ветерком, объединяющим разные сердца. Каждая работа,
Это как маленькое празднование красоты многообразия, запечатленное в простом комментарии. И Тэхён, даже не осознавая этого, вдохновил бесчисленное множество других принять свою собственную идентичность и гордость. В конечном счете, этот момент не только похвала Тэхёна русской женщине. Речь идет о том, как теплота может тронуть людей повсюду. О том, как добросердечный художник может заставить тысячи людей почувствовать себя увиденными, оцененными и принятыми. Эти слова могут мелькать на экране всего несколько секунд, но их воздействие длится гораздо дольше, оставляя тонкий отпечаток, который объединяет поклонников по всему миру общим чувством того, что их любит тот, кого они, возможно, никогда не встречали, но которым всегда восхищались. За камерами и шумихой в социальных сетях скрывается другая, невидимая сторона – фанаты, которых трогают лично. Многие россиянки писали о том, как слова Тэхёна помогли им почувствовать себя ценными в среде, где им часто не хватает уверенности в себе. Для них слова Тэхёна были не просто комплиментами, а подтверждением их значимости. Напоминанием о том, что их красота и теплота заметны даже для тех, кто гораздо выше мировых звезд. Тем временем поклонники из других уголков мира начали делиться теплыми комментариями, как будто этот момент был не просто событием одной страны, а примером того, как одно короткое слово Тэхёна может разжечь коллективное чувство гордости среди ARMY. Они подбадривали друг друга, делали комплименты и напоминали, что у каждой культуры есть свой уникальный колорит. То, что изначально было сосредоточено на русских женщинах, превратилось в глобальный разговор о разнообразии. Тэхён, сам того не желая, создал безопасное пространство, где люди могли ценить себя такими, какие они есть. Многие говорят, что Тэхён обладает особой способностью трогать сердце, не прикасаясь к ним. Он говорил лишь коротко, но его слова словно капали медленно, проникая в души тех, кто их слышал. По его мнению, каждый человек обладает своей уникальной красотой, не только во внешности, но и в грации, манерах и энергетике, которые он несет. Эта волна реакции повлияла и на художественную сферу. Многие фан-страницы, редакторы и цифровые художники создали поэтические монтажи, основанные на комментариях Тэхёна. Они объединили свои видеоклипы с изящными образами русской культуры, безмятежным небом, цветущими весенними цветами и нежными взглядами гордых поклонников. Все это сплелось в визуальную историю о признательности, уважении и безграничной связи между артистом и его поклонниками. В этот момент стало ясно, что Тэхён не просто сказал что-то спонтанное, он создал момент, который соединил многие души. Он показал, что восхищение не знает границ, и что человеческая красота повсюду. Его слова заставили многих россиянок почувствовать себя ценимыми, а также других поклонников по всему миру взглянуть на себя с большей нежностью. И среди этого моря любви стало совершенно ясно одно: Тэхён не просто сделал комплимент, а вославил человечность простым, но глубоким образом. Со временем этот момент стал одним из самых запоминающихся заявлений Тэхёна в этом году. Многие ARMY назвали его «маленьким моментом, согревшим мир», настолько глубоким было его влияние. В России некоторые фан-сообщества даже устроили небольшие встречи, чтобы отметить этот комментарий, не слишком пышно, а в знак благодарности за то, что их любимый кумир отметил их присутствие. Они принесли баннеры, цветы и даже короткие плакаты с описанием того, как Тэхён помог им почувствовать себя увереннее. И в конечном счете, этой, казалось бы, простой фразой, Тэхён научил чему-то гораздо большему: человеческая красота не ограничена страной, языком или культурой. Он показывает, что искренность может тронуть любого и где угодно, если она исходит из самого сердца. Этот короткий момент может пройти мимо экрана, но его отпечаток останется в сердцах тех, кто его слышит. Для русских женщин, для ARMY, для всех, кто когда-либо чувствовал себя невидимым, слова Тэхёна становятся нежным объятием, которое говорит: «Ты драгоценен, и я вижу тебя». Таким образом, повествование завершается не как история, а как напоминание о том, что иногда достаточно одной фразы, чтобы озарить чей-то мир. And the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm